Друзья, я очень озабочена и встревожена. У крупнейшего российского чиновника, выдающегося государственного деятеля, суицидальные настроения. Требуется помощь специалистов. Я еще когда в Думе работал, тогда еще говорил и публично заявлял о том, что, с моей точки зрения, коррупция в оборонно-промышленном комплексе должна караться расстрелом, а не посадками. Потому что здесь не только речь идет о преступлении, связанном с хищением государственных средств, но воруют у обороны, безопасности страны. Дмитрий Рогозин предложил расстреливать тех, кто ворует на оборонке. То есть фактически это потворство агрессору, это потворство тому, чтобы страна стала слабее физически, не смогла защищать своих граждан. Болезнь прогрессировала долго, и мы должны были заметить тревожные знаки, красные флажки, которые указывали нам: человеку тяжело, человеку нужна помощь. Все началось с выстрела себе в ногу. Он как бы пытался все время нам сказать: ребята, мне плохо, но мы не замечали. И дальше самовредительство, вырывание собственных зубов. И тут мы прошли мимо, не обратили внимания. Закономерным образом болезнь дошла до высшей точки угрозы саморасстрела. Даже хуже, угрозы расстрелять себя и членов собственной семьи. Расстреливать, конечно же, никого нельзя. Но согласитесь, какая-то доля смысла в словах Дмитрия Олеговича есть. Коррупция в российской оборонке просто феноменальная. На космодроме «Восточный», из-за которого Рогозин и должен нам зуб, сорвали все сроки, нарушены все обещания, разворовано все. То же самое я говорил неоднократно применительно к другим крупным нашим проектам, например, к космодрому «Восточный». 100 раз сказано было: прозрачно, работайте прозрачно, деньги большие выделяются, проект практически тоже носит общенациональный характер. Нет. Воруют сотнями миллионов. Уже несколько десятков уголовных дел возбуждено. И разбазаривание денег в Роскосмосе продолжается. Счетная палата выявила нарушений на 30 миллиардов рублей. И это только за один прошлый год. Космическая индустрия превращена в какую-то клоунаду под руководством робота Федора. Звание Федор. По карьере долял космоса. С оборонкой тоже вечные проблемы. Министр обороны натурально олигарх. И еще явно не в себе со всеми этими гигантскими храмами, музеями звездами, клонированием скифов и боевыми старообрядцами. Российские военные устроили необычный эксперимент. В сибирскую тайгу на целый месяц отправили 10 бойцов горной мотострелковой бригады. Инструкторами для бойцов стали старообрядцы, которые живут в тайге на протяжении многих лет. Генералы его тоже живут круче, чем любые бизнесмены. А в оборонку все вбухивают денег в ущерб другим бюджетным расходам, прикрываясь тем, что России одномоментно угрожают все существующие угрозы Вселенной. Но с другой стороны, Дмитрий Олегович, побойтесь Бога, кому угодно про коррупцию рассуждать, но не вам. Мне сложно посчитать количество раз, которые мы и другие расследователи ловили Рогозина на коррупции. Причем на очень тупой, наглой, простой, как 3 копейки коррупции. Смотрите, как все просто. Дмитрий Рогозин живет вот тут, на Староволынской улице, в этом прекрасном таунхаусе. Эта квартира появилась у него в 2013 году. Она стоит около $500 000 рублей. Рогозин всю жизнь чиновник, его доходы известны по декларациям. За 2 года до покупки этой недвижимости его семейный доход составил 11 миллионов рублей. Откуда у него могло взяться $500 000? Никогда не думал об этом. Надо подумать. Рогозин потом оправдывался и говорил, что квартиру не покупал, а выменял. Отдал свою квартиру в Большом Тишинском переулке, ту квартиру, которую ему выдало государство, и он приватизировал. И которая в 1,5 раза меньше, и стоит в 2 раза дешевле. И получил вот эту, обменял. За это ему просто надо сказать большое спасибо. Ага, то есть получается, что человек, с которым эта сделка мена была заключена, потерял 200 000, не меньше. И если у нас эти рубли будут разлетаться веером в качестве конфетти, то мы просто себя уважать не будем. Естественно, потом выяснилось, что это его какой-то супер старый знакомый, и они связаны с семьей. Да и вообще, квартира была записана на офшор, так что, скорее всего, еще раньше она тоже принадлежала Рогозину, а мена была придумана для того, чтобы не платить налогов. Прошло 5 лет. Доходы Рогозина все еще доподлинно известны, и у него появляется дача. 800 квадратных метров – это его главный дом. Участок, 0,5 гектара, огромная баня.
А вот тут, через забор, еще одна дача, тоже 800 квадратных метров, записанная на 83-летнего тестя Рогозина, отца его жены, у которого самого, понятно, таких денег быть не может. Заработал Рогозин за всю жизнь вместе с женой 92 миллиона, а дача стоит 350. На все эти достаточно справедливые и логичные вопросы к чиновнику Дмитрий Олегович реагирует болезненно и агрессивно. Называет нас лживыми подонками. В передаче Соловьева обозвал треплом и сказал, что мы ведем какую-то адресную атаку на чиновников, которые особенно усердно служат Путину. Поэтому я и увидел такую атаку. Как раз вот я сейчас просто подслушал ваш предыдущий разговор по поводу тех людей, той группы товарищей, которые называют себя борцами с коррупцией. Они, конечно, абсолютное трепло, и, наверное, после каждой передачи просто ржут и потирают потные ладошки. Значит, и их атака адресная, она просто говорит о том, что их не устраивают те люди, которые действительно работают на Россию, которые стараются выполнять все поручения президента. В Твиттере вообще многозначительно угрожал. Все прочли? Запомнили? Ждите. Ну, ждем. Чего? А чтобы не было скучно ждать, давайте я расскажу вам о том, почему за жизнь самого Рогозина я переживаю не очень сильно. Но вот кто в серьезной опасности, это его сын. Значит, что произошло все по плану. У нас, план обычно, как говорится, приводится в соответствии с фактом, да? Алексей Рогозин, 37 лет. Классический папенькин сынуля. Сначала работал у папы в партии «Родина», потом папа стал вице-премьером, курирующим военно-промышленный комплекс, и Алексей пошел работать в военно-промышленный комплекс. Это только начало работы, и это некий фундамент для дальнейшего развития. Сначала в Алексинский химический комбинат, там производят порох, ну а потом в Министерство обороны. Это такой уникальный вид таланта, который раскрывается исключительно тогда, когда папу чиновника куда-то назначают. Папу назначили ответственным за оборонку, и у сына карьера в гору. После Министерства обороны в 33 года Рогозина-младшего сделали директором легендарного авиазавода «Илюшина» и вице-президентом ОАК. Он сразу раздулся от собственной значимости, начал раздавать интервью, как санкции ему нипочем, и начал заказывать себе за госсчет люксовый автомобиль за 8,5 миллионов рублей с панорамной крышей и массажными креслами. Прямо государственный управленец, посмотрите на него. Но потом папу снимают с должности вице-премьера. И все, этого тоже пинком под одно место. И из ОАКа, и из Илюшина. Рогозин покидает пост вице-президента ОАК и гендиректора Ильюшина. Теперь работает на азербайджанского олигарха-застройщика Года Нисанова. Строит не самолеты, а торговые центры у метро. Страх потеряли, понимаете? Потеряли страх, мерзавцы. Но вернемся к главному. Каким бы бесполезным пожирателем госбюджета Рогозин-младший не был, ему угрожает серьезная опасность. Давайте начнем с его доходов. Они известны не за все годы, но есть с чем поработать. Вот эти цифры мы знаем точно, они из декларации. В 2016 и 2017 году он работал в Минобороны замдиректором департамента имущества. Зарплату не раскрывал. Но мы можем предположить, что если его начальник получал 5 миллионов, то сам Рогозин, давайте щедро допустим, 4 миллиона. В 2017 году его устроили на завод Илюшина. И там, судя по утекшей налоговой базе, он получал баснословные 2 миллиона в месяц, то есть 24 миллиона в год. А теперь давайте посмотрим на эту выписку. Вообще-то это обычный наш документ, обычная выписка из Росреестра. Но по мнению папы нашего героя, это приговор. Рогозин Алексей Дмитриевич, дата 26.08.2019, жилое помещение, 208 квадратных метров, Москва, Чапаевский переулок, дом 3. Триумф Палас. Одна из самых известных новостроек в Москве. Элитный новый жилой комплекс, выполненный в стилистике сталинских высоток. Он расположен на северо-западе Москвы, район Сокол-Аэропорт. Прекрасное место. Отделанный мрамором, помпезный подъезд, колонны, фонтаны, сады, охрана, 5-уровневый подземный паркинг и даже собственный бассейн, фитнес-центр и поликлиника. Почти 1000 суперэлитных квартир, расположенных с 6 по 38 этаж, а наверху шикарная гостиница и апартаменты для самых обеспеченных гостей столицы. И как раз на верхнем жилом 38 этаже, почти под облаками, мы и обнаруживаем 208-метровую квартиру Алексея Рогозина, которую он купил буквально через пару месяцев после того, как покинул пост государственного управленца, директора авиазавода Илюшина.
В квартире Рогозина-младшего подразумевается свободная планировка. На 200 метрах можно разместить 4 спальни, несколько санузлов, большую кухню или вообще снести все стены и поставить прямо посередине легендарный штурмовик Ил-2. Или огромный батут, или отсыпать тут окопы, как в Славянске, где мечтал оказаться его отец. Средняя стоимость квадратного метра в аналогичных квартирах на высоких этажах около 860 тысяч рублей. Вот сейчас продается соседняя квартира меньшей площади за 155 миллионов. То есть 208-метровую квартиру Рогозина можно оценить в 180 миллионов рублей. А теперь давайте вернемся и просуммируем его доходы. За предшествующие покупки квартиры 8,5 лет он по самым щедрым оценкам заработал 55 миллионов. Ну и понятно, что он их тратил, ел, пил, что-то покупал. А квартира за 180 миллионов. И вы знаете, что еще меня умиляет и очень трогает? Хоть младший Рогозин и строит сейчас торговые центры, но в душе-то он все равно летчик. Человек неба, изобретатель, визионер, покоритель. Сегодня я нахожусь в авиационной отрасли, считаю, что это та судьба, которая изначально мне, наверное, была в каком-то смысле даже предрешена. Мне кажется, что люди, которые связаны с авиацией, всегда так или иначе романтики. Летать очень люблю небо, очень люблю оказываться там среди облаков. И даже квартиру он себе выбрал прямо в Чапаевском парке, или как он еще называется, парке авиаторов. Здесь, прямо под его окнами, стоят памятники великому авиаконструктору Яковлеву, ученому-авиастроителю Николаю Строеву, памятник летчикам, погибшим на испытаниях здесь неподалеку, на Ходынском поле. Среди них есть, наверное, самый знаменитый Чкалов. Я прямо так и вижу, как сидит Алексей Дмитриевич вечерочком у окна в своей квартире за 180 миллионов, смотрит на парк авиаторов и думает: и мне с папой здесь поставят памятник. Я же так лихо почти 2 года поднимал авиастроение с колен. Мне повезло, что я смог реализовать свое стремление к тому, чтобы не только любить небо, но и заниматься созданием самолетов. Но ничего им не поставят, конечно. А сейчас вообще самое главное – спасти Рогозину-младшему жизнь. Ведь, как сказал его папа, что за коррупцию в оборонке нужно расстреливать. А что такое коррупция? Это когда пользуются своей госдолжностью, чтобы разбогатеть. Ну вот, например, она. Возвращаемся к нашей выписке из Росреестра и смотрим предыдущего владельца квартиры. Того человека, который Рогозину-младшему эту квартиру продал. Его зовут Саруев Сергей Александрович. И это владелец одного из крупнейших в России заводов космической техники. Машиностроительного завода «Арсенал» в Санкт-Петербурге. Это одно из старейших предприятий в стране. Оно было основано в 1711 году на базе пушечного литейного двора, открытого Петром I. Тогда на заводе отливали пушки, колокола, и даже памятник медному всаднику тоже был сделан здесь. В годы Великой Отечественной войны здесь делали противотанковые орудия, пулеметы, защитные панцири и минометы. В конце 60-х перепрофилировались. Начали выпускать космические аппараты радиолокационной и радиотехнической разведки. И продолжают по сей день. Здесь, например, разработали разведывательный спутник Минобороны, который может обнаружить даже самые небольшие объекты и навести на них системы высокоточного оружия. Здесь же изготавливают артиллерийское оружие и пусковые установки для кораблей военно-морского флота. Пишут, что каждый второй российский военный корабль оснащен артиллерийскими установками производства завода «Арсенал». Это крупнейшее оборонно-промышленное предприятие в 2013 году купил олигарх Михаил Гуцериев. Тогда писали, что на долю завода приходится около 10% от всего объема государственного оборонзаказа региона. Нового акционера Гуцериева представлял сотрудникам лично Дмитрий Рогозин. Последний пример, может, вы еще не знаете, Гуцериев Михаил недавно приобрел завод «Арсенал» в Санкт-Петербурге, который делает все корабельные артиллерийские системы, а также спутники, в общем-то, военной разведки. Готов вложиться. Я поехал сам на предприятие, встретился с коллективом, поговорили с собственником. Мы с каждым таким человеком работаем персонально, потому что мне важно одно – мотивация. Потом Гуцериев попал под санкции. И он то ли номинально, то ли реально, для нас это не имеет никакого значения, продал долю бывшему хозяину рогозинской квартиры Сергею Саруеву. На базе именно этого завода работает конструкторское бюро «Арсенал», организация, которая входит в Роскосмос и которая совсем недавно, меньше года назад, получила от Роскосмоса 4 с лишним миллиарда рублей на очередной проект Рогозина по завоеванию Вселенной. Нет, не на создание еще одного робота Федора. За Рогозиный двор стреляю в упор. А на разработку космического ядерного буксира. Главное Рогозин уже сделал. Дал будущему буксиру имя «Зевс» и пообещал отправить его к Венере или Юпитеру к 2030 году. А теперь напомните, что там Рогозин говорил?
Они, конечно, абсолютное трепло, и, наверное, после каждой передачи просто ржут и потирают потные ладошки. Значит, и их атака адресная, она просто говорит о том, что их не устраивают те люди, которые действительно работают на Россию, которые стараются выполнять все поручения президента. Я не то чтобы ржу, но ладошки, вообще, кстати, не потные, потираю. Потому что у нас с вами ситуация. Назовем ее ловушкой Рогозина. 180 миллионов рублей на квартиру в Триумф-Паласе сын Рогозина не мог заработать за всю жизнь. У него даже приблизительно нет таких денег. Но квартира столько стоит. Это ее рыночная цена. В доме очень много аналогичных предложений. Может быть, он купил дешевле? Сторговался? Но если он купил квартиру у владельца одного из главных подрядчиков Роскосмоса и оборонки хоть на копейку дешевле рынка, это уже взятка, коррупция. И, как мы помним, не просто коррупция, а потворство агрессору. Воруют у обороны, у безопасности страны. То есть фактически это потворство агрессору. И, соответственно, расстрел. Я, правда, не могу понять, кого. То ли младшего Рогозина, то ли папы, ответственного за космос-оборонку, то ли обоих. Для нас борьба с коррупцией – это приоритет. Это очевидно. И вот нам с вами прекрасный урок. Напомню, что зарплата Дмитрия Рогозина в Роскосмосе составляет более 60 миллионов рублей в год. Он богатейший человек, каждая копейка которого заплачена ему из российского бюджета. Не потому, что российские налогоплательщики так хотят, или они в таком восторге от управленческого гения Рогозина. Просто Рогозин так верно служит Путину, что он один ему дороже, чем доктора, учителя или даже летчики-испытатели. Ясно, что мир не может идти по пути построения экономики, работающей на миллион человек. Но проблема в том, что Рогозину все равно мало. Его семье все равно мало. Мы можем платить ему 60, 160, сколько угодно миллионов, но они все равно продолжат воровать. Мы с вами обязаны положить конец этой абсолютно прогнившей, коррумпированной системе, где куда ни плюнь, то клоун, то вор, то убийца. Невозможно просто так раз и сделать, что завтра Путин и вся его банда уйдут. Но можно стараться, чтобы это произошло как можно скорее. Для этого участвуйте в умном голосовании. Даже 1, 2, 3 дополнительных депутата не единоросса в Госдуме – это уже хорошо. Вы можете прямо сейчас потратить минуту, скачать приложение, в день выборов посмотреть там, кого в вашем округе выбрало умное голосование, у кого максимальные шансы победить единоросса, и проголосовать за этого человека. И это будет вашим очень простым, но очень важным вкладом в прекрасную, счастливую Россию будущего. Свободу Алексею Навальному.